Так, ну что, всем, наверное, уже эта снежная зима поднадоела, поэтому самое время отправиться в путешествие в теплые страны. Так, начинаем мы наше путешествие, наверное, с самого красивого аэропорта Шереметьево, терминал С. Видимо, Аэрофлот, много летаем, поэтому у нас приорити. Так, ну что, все контроли прошли, воду отобрали. Можно допить, потом в бизнес-зале себе налить, поэтому бутылочку берите себе удобную, которую хотите. Термосы иногда не разрешают, но сейчас, вроде, смотрю, с термобутылками ходит. Мы попадаем в зону duty free. Так, что вам цены показывать? Не показывать, пишите в комментариях. А то кто что пишет, кто говорит, не надо, мы не пьем. Кто говорит, да-да, показывает, хотим динамику цен отслеживать. Вот, мы особо не пьем, поэтому мы ничего не покупаем. А так, если в отель летите, то вообще ни к чему. Ну, если, конечно, там хороший алкоголь, то точно ни к чему. А если ничего нет, то что-нибудь возьмите себе. Так, билеты сейчас зимой как совсем недорого стоят, в общем, какие-то копейки. Можно разных посмотреть перевозчиков. Вот, я даже не помню, что там 30-40 что ли тысяч. Вот, ну, в общем, мы в квартиру. Потом у нас будет еще отель. Один очень интересный. Один мой любимый, и ваш тоже, кстати, любимый отель. Поэтому подписывайтесь, жмите колокольчик и все смотрите. Так, я все хожу, думаю, вам ром может какой-нибудь поснимать. Ну, что-то в глаза не попадается. Бакарди не пью уже очень давно. 23 евро, он такой стал очень прям вообще. Прям ацетоном отдавать. Вот Гавана Клаб, да, отличный ром. 24 евро. Вот черный 40 евро. Каптен Морган тоже, кстати, ничего. Вот золотой вообще 20 евро литр. Черный 20 евро. Так, Астин Мартини 14 евро. Потом у нас есть Bottega 15 евро. Может золотистый даже взять до 28 себе. Вот еще за 18 брют. Сейчас, а вот и что-то хотите брать? Или не хотите, вот берите Егермейстер, 56 трав, тут 24 евро стоит. Ну, говорят, что там не все 56 трав, но все равно как бальзамчик, как ликер идет, или какой-нибудь подарочек такой. Здесь еще с рюмочками где-то должно быть. Более-менее как бы там с травами должно быть. А по факту мы этого не знаем. Почему вы тут шампанское взяли? Уже по традиции подхожу, смотри, сколько здесь сэндвич стоит. 690 рублей. Сэндвич. Ну и кофе, вот вам 1000 рублей. Как всегда говорю, покупаете себе Тинькофф премиум, у вас будет 2 прохода в зал, потом вы можете отключить. Там сейчас подорожал, по-моему, 2900 стоит, и у вас 2 прохода есть в месяц. То есть вдвоем проходите, получается 1500, у вас везде зал обходит. Так, а на месте, если брать, будет 4500 рублей стоит. Это очень выгодное предложение. Но это, кстати, не реклама, если что, промокод я оставлю. Ссылку, то есть вы переходите по ней, мне там какой-то бонус начисляют, но что-то в последнее время ничего не начисляют, видимо, все уже пришли, и вам что-то начисляют, а вы потом друзьям можете давать, то есть и вам будут начислять как какая-то цепочка, типа, как раньше была эта пирамида. Нет, так зал очень удобный, и поесть, и что и попить, сейчас я вам покажу, и пиво бесплатно можно. Вот, пишите, пользуетесь вы бизнес-залами, нет, и вот этим Тиньковым вообще пользуетесь. Под видео потом в комментариях напишите ваши вопросы, все, стараюсь на все отвечать. Под видео, как всегда, связь со мной, если хотите купить квартиру или продать в России, в любом регионе. В Москве в основном есть я, а в других регионах у вас менеджеры. Можно сказать, 33 региона у нас, вот. Ну и также зарубежная недвижимость, Дубай, Турция, Таиланд. Пишитесь, кому надо, все без агентской комиссии, прямые контракты у вас будут с застройщиками. Вот, по России вообще тоже все очень классно. Вы приезжаете, если вы из региона, мы вас встречаем, на машине возим, по застройщикам ездим, в тепленькую на машинке по такому снегу, как сейчас. Вот, все вам показываем. Прямой контракт с застройщиком. Агентство не участвует в договорах нигде, это законом не положено. Вот, ну, мы знаем, где какие скидчики хорошие, да, вас проводим, все покажем, хорошими условиями все сделаем, потому что со всеми у нас прямой контакт, со всеми застройщиками. Вот, все, и купим. А если надо продать, тоже мы продаем, покупаем. Есть застройщики, которые сейчас прям в рамках одного окна все делают. Продаем, покупаем, и они ждут еще, пока вы получаете свое жилье. Вот, и как аренду им платите. То есть можно даже такое провернуть. Поэтому кто хочет апгрейдиться, повысить свой уровень квартиры, то это тоже все можно сделать, все реализовать. Поэтому пишите, обращайтесь. Ну или вообще сохраняйте под видео только контакт мой, и сайт, и телеграм. Рано или поздно вопрос недвижимости всегда встает, и у вас есть к кому обратиться. Вот, и также с ипотекой поможем, все сделаем. Если что-то не складывается, поможем все сложить. А да, и важный плюс, у нас нету комиссии, и за подборку мы не берем денег вперед. То есть, знаете, когда в агентство приходите, с вас берут сначала денег, контракт подписывают, а потом урыжат вас. Ничего не берем. Вот, подборки все у нас бесплатные. Подборки самые лучшие, когда мы людям присылают, они вообще в шоке, где мы такие берем квартиры, где таких застройщиков. Потому что я лично, можете видеть в Телеграме, кто-то что-то подписывается. Можете видеть, как я ногами своими по всем районам Москвы. На Москву я знаю с древности, я тут родился. Вот, и по всем застройщикам, по всем стройкам, по всем районам хожу, сам все выискиваю.
Вот. Ну, а если тур хотите оформить, то в Жане тоже. Ссылка на нее будет под видео. 9 менеджеров вас оформит и отправит на самый лучший отдых. Так, ну, давайте окинем взор, что мы можем получить за 1500: кофе, чай, безлимитно соки, воды, газировки. Вы здесь берете бутылку, то, что у вас там слили на контроле, наливайте себе без проблем. Хотите компотику налейте. Кексы, тоже можете пироженку взять, если вдруг стыковка летите там через Стамбул или через Дубай. Вот. Ну, салатики тоже здесь, сэндвичи. Потом здесь сметана, молоко, сливки, колбаска, сыр. Так, блинчики, смотрите, мои любимые, но осталось что-то прям 4 штучки. Сейчас я, может, надеюсь, что добавит. Если не добавит, я буду сильно расстроен. Так, рассольник есть, хлопушки, воробушки, молоко. В баре можно себе пиво взять бесплатно. Подходите, наливают вам здесь. Hello. Здрасте, точнее, можно сказать. Я уже эмигрировал в другую эту страну. Так, все тоже булочки, сладости всякие, бездешки, тоже вкусные все. Сосисочки, смотрите, утренние. О, аромат утренних сосисок, еще бы омлетик. Вообще отлично было. Рис. Потом, что у нас тут? Вот омлетик как раз, пожалуйста, как в школе, знаете, такой толстенький. Я такой, кстати, очень люблю. Так, каша манная, геркулесовая каша. В общем, с утра может быть зарядиться. Естественно, в обед у вас здесь будет обед, на ужин что-то там другое. Курица, мясо, колбаса там. Зеленушечка, салаты, морковь по-корейски. Еще колбаска. О, яйцо отварное. Тоже, кто любит заниматься спортом, как я уже с утра даже творог успел съесть. И шампусик, пожалуйста. Все как положено. Этот винцо, красное, белое, все есть. Так, пиво вот для вас узнал, фильтрованные есть. И обычные блинчики попросил, сейчас тоже поднесут. В общем, яйцо, вот так вот красной семги нету. Не сильно крутой шведский стол, но все равно считайте шведский стол за 1500. Пиво, вино, что хочешь пей. Если ты будешь такой в аэропорту вообще делать, ну, 5 ты отдашь, мне кажется. Ну, все равно нормально, вот может перекусить яйцо, сосиску, там, взять себе омлет, напитков каких-нибудь, сыр можно еще взять. Пожалуйста, утренний. Пишите вы в комментариях, как вы любите завтракать. Ну и сам зал очень приятный. Видите, так взял, сел и сидишь, трапезничаешь. Кофе здесь есть и в том конце еще есть кофе. И, кстати, здесь не один бизнес-зал. Но Тинькофф, по-моему, только шагал дает вот этот бизнес-зал. А так в любом аэропорту много-много-много где. Это, кстати, не реклама, а то мне сейчас попросят маркировку сделать. Нет, это так просто. Так, и кофеек зерновой. С утреца вот так вот завариваем. Аппарат, круассаны еще есть. Компот очень вкусный, здесь тоже обязательно берите, пробуйте. Ну, в общем, я считаю, что это прекрасный лайфхак. Нажмите лайк обязательно. Поддержку варежку. Зимой мы жмем варежку. Для вас бесплатно. Поддерживайте видео. Вы смотрите, какой у нас там туман, какая красота. Атмосферу вам передаю полета, аэропорта. То многие пишут, что прям скучают по этой атмосфере. Это ощущение, как ты летишь, да, такая легкая тревожность, радость. Да, есть. Да, ну на всякий случай напомню, здесь есть душевые, можно взять ключ, помыться и поспать. Спать за отдельную плату. Ну и туалет, естественно, хороший. Ну, главное не засиживаться, потому что очень легко можно засидеться, расслабиться и пропустить свой рейс. Мы очень часто бегаем так потом. После еды поел и побежал. Ну, можно, конечно, вот в Эль-Патио все здесь цены будут не такие, как в обычном кафе. Все гораздо дороже. Поэтому кто любитель поесть вкусно, побольше, тому, конечно, подойдет. Ну, я знаю, что вы такие любители покушать. Потому что все любите шведский стол, турецкий отель. Поэтому, ну, очень здорово. Прям поели. Яички, все прям. Кофейку пару раз я выпил. Ну, то есть, очень здорово. 4 часа у вас есть, чтобы успеть перекусить. Так, смотрите, тут штрудель с рыбой. Овощное рагу. Крылышки барбекю. То есть, завтрак у нас плавно превратился в обед. Все потому, что рейс у нас задержали. Мы ушли и вернулись обратно. Поэтому теперь можно и пообедать. Это большой плюс. Ты можешь ходить 4 часа у тебя есть на посещение. Так, еще картофельный запекан, котлеты, салатики разных подъехали. В общем, обед. Супчик с грибами. Первый раз у нас так получается, что мы возвращаемся из завтрака на обед попадаем. Что получается, это двойной шведский стол за 1500 рублей. Так видео можно и назвать, кстати. Ну, конечно, в таких случаях бизнес-зал он спасает за 1500. Ты ходишь 2 раза, ешь. Переждаешь время, подзарядиться можно, Wi-Fi тут все есть. Здесь ждешь вылет, очень приятно прям, да? Так что пользуйтесь. Так, ну не торопитесь теплые вещи сдавать, я привык, что через трап, а тут через автобус я в одной
легкой ветровочки. Попытка улететь номер 2. Так, вот он, наш самолет. Тут же у нас подписчики фото делаем, так что подходите, не стесняйтесь. Так, ну что, здесь есть много всяких фильмов, сериалов, детские передачи, обучающие курсы, аудиокниги есть, прям проваливаешься. И много всяких фильмов есть. Так что можно не качать с собой в дорогу, а здесь пользоваться iPad, телефон и компьютер, наверное, даже будет работать все. Так, на обед у нас салат с семгой, баранина с картошкой и курица с рисом на выбор, ну и масло, булочку. Так, ну и напитки в Аэрофлоте. Морс, кстати, очень вкусный был. Чай и вино еще предлагают красно-белое. Мы приехали в новый терминал. Смотрите, зима, красота. Народу мало. Но сразу обмен валют здесь. Да, здесь сюда мы еще не прилетали. Так, ну в самом порту зима. Тоже не густо. У меня полет вообще отлично прошел. Чуть тимарил. Я даже не знаю, сколько лететь. Вот вам на лайфхак. Если вы хотите быстро долетать, не смотрите на время, не смотрите, сколько вам лететь. Просто садитесь и отдыхайте. Тем более, если вы без деток. Сели и отдыхаете, и быстро пройдет полет ваш. Так, здесь же у нас тоже duty free есть. Крепкий алкоголь по 1 литру на паспорт. Шампанское, по-моему, побольше идет. Так, здесь же у нас обменник, но курс обмена ужасно плохой здесь. Лучше где-нибудь в Мигросе поменяйте, здесь прям совсем плохой курс, прям очень. Я в прошлый раз сравнивал, он аж сам засмеялся, когда я ему сказал. Так, это у нас вот, ну, новая часть, 1, 2, смотрите, как пусто зимой. Смотрите, здесь продажа парфюма по 19 евро. Что-то такое нет, это Хьюго очень вкусные, прям вообще, они 29 стоят. Кто любит Хьюго, напишите. Так, здесь же тоже еще симку себе можно оформить, если надо. Банкоматы, деньги снять, если карта у вас работает. Все, через если. Так, ну что, господа, добро пожаловать. Наша любимая надпись вот так вот неожиданно. Welcome to Antalya. Смотрим мою улыбку. Понимаем, что мы практически наш второй дом. Наша любимая Анталия. Так, ну если вы на обычном автобусе, вот они ваши стоечки, находите своего оператора, потом вам номер говорят и уходите. Если на частном трансфере, то подходите, обязательно говорите, что вы не летите, не едете групповым автобусом, а то вас будут очень долго ждать. Так, и здесь нас сразу же встречает сегодня в этот раз новая машина. 406 Peugeot. Чемоданчики нам помогают загрузить. Сейчас одну подпись ставим. У нас будет full страховка, полная страховочка. Сядем и поедем домой. Ну так, конечно, можно ехать куда захочешь. Слушайте, на самом деле это очень удобно. В прошлый раз также ездили в отель. И куда хочешь взял машину. И трансфер он не нужен. И там в очереди можно не стоять, никого не ждать. Взяли машинку, сели и поехали. Стоит на самом деле не так дорого. Машины экономичные. Бензин много не едят. Просто обычные русские права. Подходишь, да? Да. С проблемой. Это я так. На всякий случай достаточно. Права, все, и поехал. Страховка есть, ничего не надо. 3 Red Cars. Молодцы, ребята. Спасибо. Вообще класс. Сервис, я говорю, надо в отель. Позвонил. Раз, билет. В Кемер, куда угодно машинку привезли. И все, поехал на экскурсии. Можно Каш, Капотаж. В Каппадокию можно уехать? Везде по Турции. О, можно в Каппадокию уехать. В Россию можно? В Россию пока не можем. Все, сохраняйте себе, оставлю вам, пользуйтесь. Вообще молодцы. Сервис обалденный. Сколько у вас машин? Около почти 200 уже есть. 200 машин, представляете? Ну вообще, можно выбрать что угодно. В прошлый раз у нас красненькая была, в этот раз беленькая, потом еще будет серенькая. Все, короче, мы грузимся. Сейчас только автограф поставлю. Сохраняйте себе, поедете в Турцию, прям позвоните, по-русски вам все скажут. Оплатить тоже там куча способов. Так, все, садимся и поехали. Так, а что удобно здесь? Навигатор работает, Яндекс без проблем. Все вам будет голосом по-русски говорить. Меню, если надо, они вам тоже сразу на русском языке настроят. Сели и поехали. Так, ну конечно удобно. В машине сел, приехал куда хочешь, не сразу домой. Мы сейчас по традиции в Мигрос заедем, зачем покушать возьмем. Мы все пару дней дома. К врачу поедем к зубному еще. И потом в отель кушать вкусняк. О, какие здесь мягкие авокадо. Так, что сколько стоит-то авокадо?
Так, наш любимый выбор овощей, фруктов. Это все, конечно, надо и на рынке покупать, и здесь. По ценам вам не будут показывать, да, наверное, не сильно интересно, потому что тут никто не живет. В основном все ездят в отеле. Ну так вот, яблоки что-то 90, на 2 сейчас умножаем. Вот, ну, обычно все тоже 90. Поднялись цены, раньше что-то по 40 было, но на рынке это все намного дешевле будет стоить, прям прилично дешевле, особенно если под вечер приедете. Раньше, по-моему, 30-40 лир, это 60-70 рублей. В принципе, там все овощи, фрукты стоили. Вот, но сейчас, наверное, чуть-чуть подороже. Манго, все есть. Тут, конечно, очень удобно. Всегда продается нарезанная курица, то есть для шаурмы. В любом магазине можно без лаваша просто взять с овощами. Так вот, нашел я ЧКФТ. В отеле могли видеть такие. На турецкий вечер дают. Это, смотри, мороженое продают. Стаканчики, пломбир. И вообще тут много чего потом русского появлялось, когда мы тут жили непрерывно. 2 года творог и что только есть. Есть магазины вообще специальные, где такая СНГ продукция вся есть. Видите, вот он творог прям по-русски написан. Так, молоко, смотрите, 46. На 2 умножаем, 90 рублей. Но вот так вообще, вот если вы в отеле живете, не знаете, что купить, находите любой магазин ближайший. Шок, Мигрос, Бим, ну, что угодно такое сетевое. И тут очень много всяких и оливок, и турецких сладостей, то есть подарок, да, там, этого купить, этого, все что угодно можно купить. Прям сувенирные сразу есть, мед, маслины здесь, они такие, как у нас, они такие, знаете, вот прям, то есть без маринада, они просто соленые, отжиматые специальные соленые, то есть вот эти вот мигросские вообще вот самые вкусные, их надо во что-то пересыпать будет, типа, пластиковой бутылки, это прям офигенно вкусно. Но они соленые сразу, да, прилично соленые, но очень вкусно. Сейчас внимание тем, кто говорит, что вот в отеле там цены поднялись, все стало дорого. Вы приезжаете, на все включено. Это внимание. Сколько стоит бутылка пива? Давайте вот самый дешевый вам возьму. 97 лир 0,5. Это Эфес Молд, самый обычный. 200 рублей, пожалуйста. И дешевле цену не найдете. Ну, то есть, там 6 будете брать со скидкой. Там в метро. То есть, если хотите там типа нефильтрованного, еще дороже. Вот, видите, 113, это уже 230 рублей, да? 240 вот бомоник нефильтрованный. Уже вы понимали, представляете, что надо сделать, чтобы затарить отель пивом. Бачите, там разливное, это все понятно, там на заводе дешевле, получается, написать цены. Алкоголь всегда здесь был дорогой. Вот так вот. Но не такой, как сейчас. Сейчас он еще дороже стал. А так остальное овощи, фрукты, все это дешево. Араки, шмаки, там крепкий алкоголь. Давайте там, на примере того же самого рома, да, найдем, где тут рома у нас. А вот Игермейстер 1700, да, считаете, лир. На 2 умножаем. А, ну вот литровая там была у нас, да, duty free. 2300, это 4700 рублей. Кто помнит, сколько duty free у нас стоил? Вот сравнивай. А вот ромчик, да. Ну тут 0,7. Получается 2700 там на рублей. Нравится мне из бутылки Кока-Кола. Смотрите, 2,5 литра. А где-то лир 80 стоит. А, 90, вот большая. Ну и чуть меньше. 70-60 литровая. Ну это 120 рублей. Получается 180. Большая. Большую компанию. Так обязательно в отелях, если вы там берите айран, пробуйте. Это очень вкусно. Не сравнится ни с чем вообще. Один раз попробуйте, потом за уши не оттащите. Ну, и в магазин тоже берите. Ну что, добренького всем турецкого прекрасного утра. Открываем дверки наши и смотрим на гору. Красота какая вообще, просто обалденно. О, запах такой свежий такой горный. Вообще просто красота. Так, мы вчера приехали. Пошел сильный дождь. Мы с собой, видимо, такую погодку привезли из снежной Москвы. Привезли туда кучу воды. И тут за ночь, смотрите, сколько воды сошло. Такое я вообще еще ни разу не видел, чтобы столько воды было. Был как-то один разок давно, но не так много. Их, видимо, с гор налило, песочек, что-то намыло. Ой, ну классно. После дождя птички поют. Где-то слышно какой-то водопад образовался, вода где-то льется. Заряд турецкого свежего воздуха. Вот снега, зато нет. Так, давайте покажу, кто не видел. Здесь у нас бассейн. Ремонт соседних зданий идет. Детские площадки наши, сады. Барбекю-зоны. Конечно, прекраснейший вид на гору. Там барбекю-зона, есть сады. Гранаты цветут. Вот так вот. Хорошо.
Так, а вот и погодка распогодилась. Приехали к морю. Сейчас пойдем позавтракаем в кафешке. И потом к морю прогуляемся. Там его штормит немного, очень красиво должно быть. По нашей набережной Кони-Алты, вдруг кто не видел. 8 километров. Спортплощадки, горки, детские зоны. Стоит куча кафе. Вообще обалденная набережная. Так вот мы в Робертс кофе присели. Давайте вам немножко по меню покажу. Так уютно, хорошо. Кофе от 135 лир начинается. Ну, какой-нибудь латте там 185 стоит. То есть меньше 400 рублей начинается. Так, и по меню. Меню очень здесь вкусные завтраки есть. Вот завтраки и тосты, там гранолы есть. А вот омлет, ну, 245. Что там у нас? 290, 250 лир. Ну, на 2 умножаем, в районе 100 рублей. Мы берем все время авокадо тост вот такой вот. 600 рублей, ну, даже меньше. 290 лир стоит. Вот он, авокадо тост. Тут под яичницей авокадо и тост, естественно. Очень вкусный кофе, классный. Многие, кто давно меня смотрит, все время говорят, что по видео прям видно, как вот именно Турция и вот именно Анталия меня прям вставляет. У меня прям вот улыбка с лица не слезает. Я на море когда прихожу, у меня вот просто, вот, не знаю, столько ощущений, столько эмоций. Ну, конечно, мы здесь 2 года прожили, прям это набережная вся любимая, дорожки велосипедные, площадочки, все такое до боли прям любименькое. Ну и вообще сама атмосфера, видимо, знаете, каждый человек, видимо, есть свое место в жизни. У меня, видимо, Москва и здесь. Вот это, видимо, самые любимые мои места. Море вообще восхитительное просто. Я вот могу часами просто прийти, встать, стоять, просто вот получать такую кучу эмоций, вот просто прям заряжаться, и вас заряжает тоже. Как Кашпировский, помните? Так что заряжайтесь, дорогие мои любимые. Лайк, не забудьте там прожмак варежку. Это бесплатно, а очень помогает ранжированию видео. Ну, видите, все ухоженка, везде площадки, пешая дорожка резиновая, чтобы ваши колени не страдали, велодорожка. Парковки все бесплатные, может хоть на неделю с машину бросите, забыть. Очень, конечно, классно. Мы когда сюда приехали, я всегда говорил, что, ну, когда здесь очень дешево было, я говорю, что недооценена Анталия очень сильно. Ну, сейчас вот идти в кафе, и, мне кажется, кофе в Москве даже дороже. Так что нормально. Овощи, фрукты вообще дешевые. Сейчас к нам подошел полицейский и проверил документы. Представляете, за все время, сколько мы жили, ни разу не проверяли. Ну, видимо, сейчас, так что если без ВНЖ живете, будьте аккуратны. Ходите полицейских стороной. У нас все нормально, у нас ВНЖ есть. 2 года. Все, садимся и едем дальше. Так, по погоде в феврале я в футболке хожу. Народ тоже там раздетый ходит, с голыми плечами. Так, кофточку с собой брать, и нормально в феврале. Естественно, с каждым днем теплее будет. Сейчас заехали в М5 Мигрос. Мне здесь очень нравится магазин Бойнер. Тут все бренды представлены. Я тут все обычно Calvin Klein какие-нибудь. Поло покупаю, футболки. Много чего есть на выбор разных фирм. Найки, шмайки. В общем, все есть. Удобно, что все бренды. Можно сразу себе что-нибудь подобрать. А как всегда, в Тавук заглянули. Знаете, наверное, порцию. Цена с моей рукой. Гигантская. А, кстати, в Москве тоже такое есть. Так, очень люблю здесь массаж делать. После того, как поешь, особенно 10 лир 2 минуты. В общем, у меня только сотков, полтинников нету. Пытаюсь обменять, но наличных нет. В общем, мужчина мне так дал 10 лир. Говорит, садись на массаж. Я говорю, не надо, дал мне, бери. В общем, засунул туда эти 10 лир. Сейчас пару минут посижу. Ну вот, блин, поменять негде, тоже везде хожу, спрашиваю. Я говорю, нет наличия. В общем, захочешь на массаж посидеть, не посидишь. И карты не берет. Ладно, по 2 минуты посижу в кайфе. Спасибо, человек. Такие добрые. Так, ну вот сегодня прям настоящее доброе утро. Птички поют, красота. На небе не облачко. Такая погода. Хотя по прогнозу там Яндекс показывает, что и дождик, и тучки. А по факту вообще какая красота. Слышно? Приехали сегодня погулять на набережную, смотрите. На горах снег лежит еще. Рядышком есть Циклокен. Горнолыжный курорт. Там можно на лыжах кататься. Полчаса езды. Вот тут у нас детских площадок понастроили. И какие волны сегодня. Море подуспокоилось немножечко. Красота, да? А сейчас мы переместились в другую часть набережной. Здесь вот такие пальмы побольше.
Силаев тут отельчик. Это такая другая, да, набережная. Ну, народ прям купается уже. Красота. А вон, смотрите, прям детки маленькие купаются. Не, ну там если с Байкала, да, откуда-нибудь тут. Сколько у вас там погода? Напишите, если кто смотрит. Мне кажется, там 18 градусов летом, да? Или 20, что-то типа того. В Сибири там тоже, наверное. Как летом сейчас. Кафешки, тут Родерс кофе, площадка моя любимая. Раньше не было, построили прям вообще. Приезжай, кайфуй, занимайся. Ты на море, потом купайся. Почти где-то градус 18. Я бы сейчас с удовольствием занырнул. Прям с огромным удовольствием. Кайф, конечно, здесь гуляешь, ходишь, вот прям вообще кайфуешь, улыбка на лице. Место у нас, конечно, просто Анталия, Понялты, это топ. Кто не был, приезжайте, он какой-нибудь этот мега-сарай можно поселить, Порто-Белло и погулять, по экскурсиям поездить. Городскую жизнь прочувствовать, рынки, вот сегодня в субботу, как раз во вторник, тут рынки в Лимане. Не знаю, я когда здесь вот хожу, у меня такое количество дофамина, я вот просто смотрю на море и каждый вообще момент испытываю просто огромный всплеск вот этих подъема энергии, такой эмоций. Вообще место очень такое заряженное. То есть кто хочет тоже здесь зарядиться, квартирку себе прикупить, пишите, организуем вам. Лиман, Хурма, самые лучшие места. Ну, если в НЖ получить, эти районы до сих пор закрыты. Сейчас, кстати, сделали от 75 тысяч, как раньше было. Точнее, было 200 лимит поставили, 75 был, потом 200 тысяч надо было купить по кадастровой стоимости. И сейчас убрали это. Это можно в открытом райончике где-нибудь взять. Ну, если на постоянку. А если не на постоянку, как мы туда-сюда Хурму взяли. Цена подешевле, чем Лиман. Все. 7 минут на велосипеде, 25 минут пешочком. Ну, если есть ближе, еще Хурма, там вообще поближе будет 15 минут. Можно Лиман найти. Сейчас самое дно вот рынка. Самый низкий цен, потому что когда СВО было, вперед накупили, цены разогнались. Очень большой спрос был. Сейчас цены упали, еще и зима. Вот, очень хорошо цены упали. Сейчас к лету чуть-чуть опять процентов 10-15, в зависимости от спроса, будет выше. Ну и все, потом зимой опять чуть ниже. И я думаю, что сейчас как бы уже такое дно пришло. Вот, если ничего не случится, если будет какое-то опять обострение, там что-то с НАТО прогнозирует, то, естественно, ценник сразу в космос полетит. Ну, на любую зарубежку. Потому что люди начнут и деньги сразу пристраивать, и себя пристраивать. Поэтому всегда, когда самый маленький спрос, когда на дне, это касается и рынка недвижимости, и акций, и крипты, все что угодно, в тот момент, когда никому это не интересно, тогда надо покупать. Когда максимально всем интересно, ажиотаж надо продавать. Вот это называется инвестиции или хорошее вложение в будущее себя, своих детей. Недвижимость, она и в Африке. Недвижимость. Тем более бетон. Евро-бетон. Цены здесь в евро, доллар. Всегда будет ликвидно. Всегда. Как ни крути, люди всю жизнь будут отдыхать, ездить. В недвижимости море всегда будет ликвидно. Тем более в таком месте. Замечательно. В общем, кто хочет, пишите. Турция, Дубай. В Дубае тоже прям все застройщики. У нас специальная программа CRM-ка. От 11 миллионов рублей можно в Дубай войти. Шардж там от 10 миллионов рублей. Естественно, не прямо в море будет. Но, кстати, вот там есть квартиры по $1 миллион. Прямо в море. Но там квадратура огромная. Там почти 200-300 метров есть лоты. То есть у вас цена за квадрат будет дешевле, чем в Москве купить. Так что, кому надо, пишите. Организуем вам. Здесь тоже по $1 миллиону есть долларов в море, прям квартира. На самом деле не так много. Что там, 80 миллионов, 75. У нас в Москве 75 миллионов, это нормально. Там ЖК Остров, какую-нибудь трешечку, 4-комнатную себе. Такая же цена будет. Еще без отделки. А здесь все под ключ дается. И в Дубае все под ключ. Уже с кухни там все готово. Заехал, матрас кинул и живи. Так что сурбежка не такая дорогая, как многие думают. Давайте я вам еще цены здесь покажу. Ну вот кофе, капучино, латте 190 лир. Меньше 400 рублей, прям на набережной. Прям под солнышком, десертик можно взять себе какой-нибудь. Сан-Себастьян, плюшечку какую-нибудь. Да, если переживаете, здесь почти все разговаривают по-русски. Все вам скажут, вкусненько посыпят орешками, еще чем-нибудь. Ну, можно, конечно, взять и пиво, и вино, и что хочешь тут. В кофейне есть, вот, пожалуйста. Кто что любит. Так, берите с собой провода разные. Я вот воткнул, у меня появился CarPlay, но вроде по воздуху тоже можно было подключиться. И все, здесь навигация.
Любой язык можете поставить: русский, английский, турецкий. И все, ездить. Только заранее карты себе скачайте, сейчас интернета нету. Оффлайн, чтобы у вас были. На Яндекс, на Google. Так, сегодня приехали в необычный торговый центр с такими грибами. Ираста называется. Ну, многие уже могли видеть. Есть Декатлон, есть наш старый, добрый, любимый. Это всяких магазинов, Вайкики, H&M. Пойдем, покупаем. Здесь, кстати, очень прикольные Вайкики. Вот у нас тоже открыл в Химках. Но там нету вот, штаны, я прям, которые люблю, такие. Джинсы сейчас такие интересные есть. Вот только Вайкики такие вот в Турции можно найти. Приезжайте, покупайте. И цены, кстати, лучше, чем у нас. Давайте вам заряд еще пенных, вечерних. Кстати, туалеты все бесплатные. На набережной много туалетов, один за одним там идут. В общем, мы вечером приехали опять на набережную, попить кофейку. Ну и заодно сказать вам пока. Завтра мы уже уезжаем в отель, будет новое видео. Спасибо всем, кто смотрел до конца, от чистого сердца, от всей души. Увидимся в следующих выпусках. Как всегда, замечательно отдых, никаких плохих эмоций, заряжайте только положительные. Огромное вам всем удачи и пока. Ну и, конечно, приезжайте отдыхать почаще. Любовь к морю моя бесконечна. Этот шум просто меня расслабляет все время, успокаивает и заряжает. Я помню, когда жили, какие-то проблемы там по работе, работаешь. И вот проблемы, прям заморачиваешься. К морю приезжаешь, 5 минут посидел, все чик-чик по полочкам разложилось, у тебя сразу все нормализовалось и поехал с легкой душой. Так что заряд вам всем. И солнце закатилось. Прям на закате мы с вами. И закончим этот выпуск.